Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант, поговорим по цену биткоина. Торгую я на бирже BinX через терминал TradingView. Подключить биржу легко, нажимаем торговая панель, выбираем все брокеры, если вы ее не видите. Выбираете вашу биржу, вводите логин, пароль и торгуете на той бирже, которая вам удобна. Мне очень нравится график биржи BinX, у них красивые уровни, показывает точные, более четкие и хорошо читаемый график, более качественный. Так, из последнего момента, да, у нас вышли мы наверх. Сейчас здесь видно, как цену тянут кверху. Восходящий клин нарисовали. Здесь у нас сейчас идет на самом деле медвежий паттерн в данный момент. Давайте разберем чуть поближе, посмотрим, как это выглядит. Что касается медвежьего паттерна, это у нас вся эта структура. Так, верхняя точка раз. Здесь нижняя, максимальная нижняя вот здесь. И берем нижнюю. Видите, да, как совпадение идет хорошее. При пробое нижней трендовой, есть вероятность похода цены. Как мы в прошлом, да, я говорил, что у нас есть уровень Фибоначчи 50%, 618, 78,6. 1,27 из малой Фибоначчи, тоже вот она цель. И смотрите, к чему я клоню. Это вот такой момент. Высота этого паттерна. И на пробой. Ну, опять же, смотря где будет пробой. Если в этом месте, то у нас цель на 1,78,6, то есть в район 24,570. Но опять же, если здесь сейчас будет пробой, то есть нужно здесь высчитывать этот момент. Могут выше поднять. Например, вот здесь начать пробиваться. Цена как раз пройдет вот к этому уровню по Фибоначчи. Поэтому Фибоначчи на графике это оставляю. Это что касается медвежьего паттерна. Будет ли он отработан? Посмотрим, покажет время. Его сделаю темным, чтобы не мешало. Так, а давайте мы посмотрим теперь из ближайшего, что у нас есть на 15-минутном таймфрейме, так как сейчас выгоднее идти за Атлантом. В данный момент у нас Атлант указывает на лонг приоритет. По стратегии тройка из последнего именно вот этого накопления по уровням Фибоначчи. У нас вот здесь нижняя точка была, да, здесь верхняя. Было коррекционное движение к 50%, после чего получили поддержку. Цена вышла наверх, да. Сейчас здесь есть раз накопление, голова, да. И посмотрим сейчас, как здесь соберут. Возможно, здесь собирают правое плечо, которое обманный ход, потому что для трейдера перевернутый паттерн, такой голова-плечи, на растущем рынке не отрабатывает. То есть этот паттерн, это разворотный паттерн, когда рынок падает вниз и рисует голова-плечи, да, и потом отрабатывает наверх. А когда на растущем рынке рисует такой паттерн, большинство трейдеров в него не верят. И наоборот, пытаются больше шортить от этих уровней, но чаще всего получается так, что уже было такое не первый раз, что этот паттерн подтверждается и отрабатывает себя. 27 185, 200, да. Посмотрим. Это такое предположение в данный момент, потому как у нас и Атлант идет, лонг здесь показывает,
И вот это движение коррекционное от 50% по стратегии тройка от уровня Фибоначчи, я в прошлом видео этот момент описал, от 50% выход. От 50% у нас выход есть в район 27 478, 27 500. И прошлая цель. Опять же, нужно смотреть сейчас, как здесь будет формироваться эта структура. Атлант указывает лонг. И по RSI, по Matrix Strategy тоже мы здесь, видно, пришли к донному значению. Получили здесь поддержку. И цена разворачивается. Среднескользящая хала, видите, тоже, да, разворачивается в момент весь. И, вероятно, потянут цену наверх как раз на открытие американской сессии. Так, а что у нас на сегодня? На ближайшее у нас ожидается... В общем, ведьмину пятницу слабо проторговали. ФРС, ставка ФРС будет 20 числа. Вот по-хорошему цену к ФРС подтянуть наверх и с ФРС далее сливать вниз. Но опять же, у нас здесь, если издалека смотреть, у нас здесь вырисовывается паттерн дракон. Левая лапа, да, правая и выход наверх. Есть вероятность похода в эту область. Тут нужно здесь потом посмотреть. Там большинство трейдеров будут ждать пробой наверх и завершение дракона. Это к голове. И плюс еще захлыст может сделать удар хвостом в район 32 666. Тоже долго этот уровень ждем. Но я думаю, дождемся. Есть предположение, что должны эти уровни показать до халвинга. Потом уйти вниз и уже с халвингом дальше новый рост показывать. Так, еще дополнительный момент. У нас здесь Луна, новолуние. Помните, да, полная Луна, после нее обычно рост показывает, новая Луна падение. То есть вот сейчас в данный момент есть опасение, что с Луны у нас здесь начнется сегодня, завтра, воскресенье, да, могут сделать здесь слив. Наоборот, уйти вниз цена может. Причем на Луне цена может, видите, да, здесь очень сильно уйти вниз. То есть к новым, к старой трендовой. Помните, да, где я ждал токен 2049? Вот в этой области была такая вероятность. Вот они здесь начинали даже, кстати, сюда проваливаться. Но потом получили поддержку в психологическом уровне. И если, опять же, сейчас цена, когда пойдет вниз, нужно смотреть первый уровень 26 061 и второй блок сопротивления, поддержки 25 200, 24 800. Вот эта область. При пробое закрепления у нас цели ниже. Но в данный момент, еще раз повторяюсь, у нас видно паттерн дракон, пробились наверх, идет закрепление. Магнитом тянет к верхней грани. Опять же, если сюда пройдем в эту область, закрепится, то цели будут гораздо выше. Ожидание цели будет гораздо выше. Выше. Скоро должен быть хороший ход цены. Уже в ближайшее время, возможно, на этой неделе. Ну и плюс ставка ФРС. И на ожиданиях, опять же, на ожиданиях вторник, понедельник, вторник, вот в эти 2 дня могут сильно поднять цену. Здесь нужно тоже будет смотреть, какое будет дальнейшее формирование цены. То, что у нас уже как привычка, да, как ФРС, так слив. К ФРС подтягивают, ведут наверх, на ожиданиях рост, потом идут негативные высказывания к криптоактивам.
и цена начинает потом сильно снижаться. А все почему происходит? Потому что у кого есть большие финансы, манипулируют рынком каким образом, да, затягивают наверх, дают хороший новостной фон по различным СМИ и заводят цену наверх. Никто не хочет продавать дешево, а покупать дорого из-за крупных китов. Вот нам нужно идти за ними по пятам. То есть киты стараются загнать цену повыше, продать дорого, загнать свежее мясо, новых хомяков, и потом опустить цену вниз, чтобы большинство из тех хомяков здесь начинают продавать, да, внизу, или сидят, ждут, как инвесторы, ждут в цене. А потом, когда через долгое время цена приходит к их начальной, где они покупали, спустя полгода, 2-3 месяца, да, это довольно-таки долгий срок, они что делают? Они просто начинают продавать по той сумме, по той же цене, по которой они заходили. То есть выходить хотя бы в ноль. После чего цена улетает на более новые вершины. Так, на графике у нас все отмечено. Кто хочет нам на график, ссылки в описании, пишите в личку. Кто хочет к нам. Так. Еще раз повторюсь, торгую на BinX через терминал TradingView. Обязательно изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Пришли опять к этому значению, получили поддержку. Отлично. В общем, пока идем по плану. И ждем американскую сессию. Но впереди выходные. В выходные дни, конечно, лучше не торговать. Но за ценой можно последить. Так, все. Всем удачи. Спасибо за внимание. И смотрите насчет пробоя вот этой трендовой, потому что если пробьется, закрепится, сделает ретест, и с ретеста можем уйти очень-очень глубоко. 24 700, 24 600 на золотое сечение, 1618, 1.78.6 и их старые цели 24 222. Всем удачи, спасибо за внимание, с вами был Атлант, пока-пока.